Идите на работу и отдавайте долги. Чтобы не было у вас писем из джоб-центра, вам надо говорить на немецком языке, держать в руках лопату, швабру, как немцы из России, из Казахстана, и не бегать по улицам с камерой, говоря в голос на русском языке. Такие комментарии пишут нам наши зрители, и таких комментариев очень много. Особенно их было много, когда мы еще получали деньги от джоб-центра. И это дельные советы, друзья, мы прислушиваемся, но мы никогда вам не рассказывали то, о чем сегодня собираемся рассказать. Именно о том, как мы зарабатывали в Украине и почему мы не идем на работу в Германию. По образованию я монтажник радиоаппаратуры, но ни дня не работал по этой профессии и всегда работал в другой сфере. А Лада по образованию преподаватель музыкальной школы. И она какое-то время работала по профессии, но время было очень тяжелое. На официальных работах платили просто копейки. И вообще говорили, ищи сама себе учеников. Поэтому люди вынуждены были выживать. И крутились кто как мог. И в то время, если вы помните, в Украине появилось такое понятие, как евроремонт. Оно появилось во всем СНГ, да, но в Европе на самом деле об этом ничего не знали. Это просто было наше представление про то, как все в Европе, да. То есть ремонт должен быть качественный, из новых материалов, крутые потолки там наворочены, у тебя мода была такая. Если у тебя квартира с евроремонтом, то ты вообще непростой человек. Кроме того, специалисты, которые делали эти евроремонты, их были единицы, и они зарабатывали классные деньги на тот момент. Вообще, если ты встречал человека, который ходил такой весь разодетый, ну, весь по красоте и даже ездил на машине, то, скорее всего, это был человек, который занимается евроремонтами. И он умел гипсокартон, очень новое было тогда. Короче, не буду долго водить вас за нос, вы, наверное, уже догадались, мы с Ладой в какой-то момент занялись евроремонтами. Как это получилось, расскажи. На ладной работе ей платили копейки, а я сначала работал на ТЭЦ, это государственная работа, я был машинистом турбин. Мы жили в Сумах. И мы жили в городе Сумы, да. К нам в гости приехал Ладин брат, который уже работал по евроремонтам, но точнее он ложил плитку. В тот момент, когда к нам в гости приехал Ладин брат, я уже работал не на ТЭЦ, а в столярке. В частной столярке делал двери, столы. И в один прекрасный день приходит Ладин брат и говорит: я взял шикарный объект по плитке. Там такие объемы, там стены, полы, там можно заработать классные бабки. Знаете, какой это объект? Вы сейчас упадете. Это морг. Морг, да. Можете себе представить. Подвальное помещение, в котором раньше был морг, и его опять же надо было просто отремонтировать. Это не новый морг, это морг, которому уже, то есть ему 100 лет, и там, в общем, все это было очень долго. Это как бы прибавляет ужаса небольшого Да. к этому объекту. Суть в том, что он взял этот объект и сказал, что у него есть бригада. У него есть бригада плиточников, которые за месяц этот объект сделают. А у него не было никакой бригады, вообще не было. Я работал в столярке, Лада преподавала фортепиано. Он нас слезно просил, чтобы мы бросили все и помогли ему с этим объектом. Убедил, что мы заработаем много денег, и это может нам послужить каким-то стартом, и мы, в общем, откроем свою фирму. Ну, знаете, планы большие. И в результате мы согласились и сказали: ладно, что ж, давай.
В общем, мы пришли на этот объект, и, естественно, мы вообще ничего не умели, и мы на ходу там прям учились класть плитку. Лада вообще пришла для массовки, для того, чтобы создавать видимость, что у нас бригада. Но поскольку просто создавать видимость это же нелепо, поэтому пришлось ей что-то тоже делать. Нет, я заинтересовалась, мне стало очень интересно, потому что это действительно работа, на которой можно заработать деньги, и пусть да, тяжелая, ну, в общем-то, мне стало интересно. Каким-то образом мы все-таки на этом объекте научились класть плитку, причем класть ее пришлось дедовским методом, прямо на голые стены из кирпича, на большие слоя. Кто хоть какое-то представление об этом имеет, тот понимает, насколько это трудно. И там были даже такие комические моменты, вот Лада сейчас расскажет. Мы целый день ложили эту плитку. Брат показал, как это все делается. Вот, там было 2 квадрата и такая небольшая стеночка. Мы упахались, в общем, это ужасно, такие вот слоя. И потом в конце стоим и такие, знаете, вот смотрим на свою работу, первую работу, мы ее все-таки положили. И такие довольные стоим, смотрим, и эта стеночка так раз, раз, и сложилась полностью. В общем, было интересно. Мне казалось, что меня отправили на каторгу, знаете, после музыкальной школы. Я там, ну как бы вот это вот морг, там еще находили мы какие-то банки с какими-то частями, то ли с мозгом, ну в общем, какие-то ужасы. Какие-то пробирки, да, там валялись. В общем, мне казалось, что я на каторге. Я представляла, как люди в заключении сидят, работают в таких подвалах, в каких-то сырых, какая-то плитка, грязь. Ну, в общем, это интересный опыт очень был. а мы рассказали это, потому что это был самый главный экстрим, но он был пусковым. Мы заработали деньги хорошие там, научились ложить плитку, вот эти вот круглые столы я даже обкладывала. Смогли переехать в Киев из Сум и снять там квартиру, первую квартиру. Вот, Да. это был такой пуск нас, ну как бы в другую жизнь. Тем более у нас уже был ребенок, и мы потом об этом обязательно вам расскажем в ближайшее время, когда к нему поедем. Мы думали о будущем нашего ребенка, потому что в Киеве намного больше перспектив вообще во всех планах, и это потом все-таки оправдалось. Киев можно было назвать государством в государстве, как, впрочем, и во многих странах СНГ. Столица живет отдельной жизнью, там совсем другие деньги, совсем другие зарплаты. Поэтому мы решились и поехали в Киев со всей этой своей заначкой денег. И ее нам едва хватило на то, чтобы снять квартиру и экстренно искать такую же работу вот по плитке, по отделке внутренней, но уже в Киеве, потому что там платили за ту же самую работу в 2, а то и в 3 раза больше иногда. Поначалу, конечно, в Киеве было трудно. Во-первых, мы в профессии были новичками, во-вторых, Физически трудно. физически очень тяжело, особенно Ладе. Там были такие курьезные, смешные, даже можно сказать, моменты, когда на каком-нибудь из объектов люди специально приходили посмотреть на то, как хрупкая девушка ложит плитку. И А они... плитка, знаете, иногда на полу была все-таки там 60 на 60, она не совсем маленькая, и я ее не могла как бы, ну, у меня Вдавить. силы в руках мало, я не могла ее вдавить, я просто становилась на эту плитку и так прыгала просто вот так вот, и она потом садилась на место. В общем, это было комично, но прикольно. Вообще-то меня не заставляли, если вы подумаете, что Виталик такой плохой, там заставляет меня работать, нет, мне самой было интересно, потому что в этом тоже какое-то творчество есть, особенно когда мы начали делать малярку, то есть ты заходишь в какой-то там помещение страшное, допустим, да, и ты из него делаешь конфетку. Мы старались всегда красиво, качественно все делать, и это было вот так вот. Но дело в том, что в такой работе были многие плюсы. Например, Да. то, что мы работали вместе, это был огромный плюс нам. Мы не надо хотели было- всегда работать вместе, может, поэтому нам подходил такой образ работы, жизни. Мы всегда вместе работаем, вместе отдыхаем. Во-вторых, это работа, которая регулировалась нами самими. То есть мы находили заказ, делали его, и если у нас не было другого заказа в тот момент, мы могли отдыхать. Появлялись такие промежутки времени между заказами, которые мы проводили в свое удовольствие. В
Киеве нам приходилось снимать квартиры вместе с другими людьми, потому что аренда жилья дорогая была. И мы, помню, жили даже в трехкомнатных квартирах. Как коммуналки. В каждой комнате отдельная семья. Иногда какие-то безбашенные пацаны с нами жили. Было весело и иногда не очень прикольно. Поэтому мы тогда задались целью Да, заработать. купить себе квартиру. И десяток лет мы потратили на то, чтобы эту цель воплотить. Мы искали выгодные заказы, большие объекты, много-много полов из плитки. Мы приходили и, например, могли положить там в день 40 квадратных метров с Ладой вместе. Посчитай, сколько это на наши деньги сейчас. Вот. Понятно, там были другие расценки. То есть тогда это было $5, сейчас это $20 за метр, да? Да, если, например, взять сегодняшнюю цену $20 за метр, то это $800 в день, представьте, да? Ну, это, естественно, не каждый день и не на каждом объекте, но иногда можно было очень хорошо заработать. Мы вам это все рассказываем для того, чтобы вы понимали, как это все было там, в Украине, как это все было устроено. Мы просто давали объявление в газету сначала, потом в интернете. У нас уже потом позже появилась репутация, и нас рекомендовали заказчик заказчику. Мы работали и на квартирах, и на офисах. Ну, то есть объекты совершенно разные брали. Да, но сначала мы ложили плитку, а потом плитка стала такая большая, почему-то пошла мода на вот такую вот плитку. Но мне там точно делать нечего было. То есть я ее не могла даже поднять. Вот, маленькую еще как-то, а эту большую. Мы стали учиться делать малярку, декоративную штукатурку, вот такое более. Это, кстати, гораздо интереснее. Обои, там под покраску стены, вот. И потом стали брать полностью квартиры под ключ. Да, Виталик и электрику делал, и сантехнику, ну, тут сложнее, да, чуть-чуть? Да. Какое-то время мы пытались сделать квартиры под ключ, но вот именно с такими работами, как электрика и сантехника, мне не понравилось иметь дело, потому что это ответственная, сложная работа, которая может потом сильно аукнуться, если там что-то делать. Все-таки нужно какое-то образование в этих сферах. Поэтому мы сузили потом список работ до тех, которые нам было комфортно, приятно и быстро делать. Вот. В какой-то момент мы насобирали денег на жилье и купили квартиру в Ирпене, и нам стало еще легче жить. Мы стали брать больше выходных и устраивать себе отпуска прям на целый месяц иногда. Приходили на работу, когда хотели, скажем, иногда даже к 11 часам дня. То есть выспались хорошо, все, почувствовали себя бодро и лишь тогда поехали на работу. Чашечку кофе, раскачались и потом в бой. За 2-3 часа мы делали огромное количество работы, потому что у нас уже был опыт, мы это все быстро делали, и нам не надо было сидеть целый день с 8 до 8 там на работе что-то там ковырять. Там, как обычно на работе по времени люди в основном изображают работу и ждут, когда же уже 6 часов там, или 5 часов, когда они там домой будут идти. Ну и мы выяснили, что работать просто до упаду, например, иногда были такие дни, когда мы приходили рано и уходили поздно. Это неэффективно, потому что на следующий день ты приходишь на работу, и у тебя уже нету сил. Поэтому нужно работать именно так умеренно, чтобы у тебя оставались силы на следующий день дальше. Мы для себя выработали такой график, он нам нравился. В общем, все шло по плану, все шло хорошо. И уже перед самой войной мы вообще целое лето проводили на море, потому что могли себе это позволить. Холодненькое пиво, рыбка, креветка, попкорн, пахлава, трубочки. Всем привет! Вы в настоящем моменте. И так будет с каждым, кто приедет в Затоку на станцию Лиманская. Oh, would you call me on my sins? You think that you're under my skin. I just wanna wake up in my bed alone. Oh, no. Именно в этот день вы решили решить, да, нужен ли вам ваш муж. Классно лечу! Надо за что-то держаться.
тяжело болели, у нас было обезморивание организма. А теперь мы выздоравливаем. На нашем втором канале об Украине там остались эти видео с Черного моря, где мы снимали курорты разнообразные. Останавливались обычно либо в Одессе, либо в городе Черноморск, раньше назывался Ильичевск. Там у нас была возможность жить очень дешево. И ездили на машине по разным поселкам, изучали, где как хорошо, какие пляжи. Отели, какие пляжи. Там интересно, подписывайтесь, смотрите. Я думаю, вам будет интересно. И сейчас мы уже хотим перейти к тому моменту, почему мы в Германии не идем на такую же работу, которой занимались в Украине. То есть вы поняли, руки у нас с нормальной позиции растут. Здесь, кстати, очень неплохо зарабатывают люди таких профессий. Но есть сложности. И сложности в том, что здесь большинство видов такой ремонтной деятельности лицензированы. То есть класть плитку, просто так заявив, что я умею, как мы делали это в Украине, здесь так не получится. Получишь штраф огромный. Ну да, если ты будешь делать Да. это по-черному, просто с кем-то договорившись, да, никому не сообщая, то это штраф, а может быть и депортация, если тебя подловят. А если ты попробуешь открыть Gewerbe, то есть стать здесь предпринимателем с разрешением на вид деятельности плиточника, то тебе нужно сначала получить корочку, то есть ты должен либо 2-3 года проходить Ausbildung, представьте, 2-3 года потратить на то, чтобы получить корочку плиточника по профессии, которую ты имеешь. И мало того, еще надо выучить немецкий язык, чтобы пройти Ausbildung, потому что ты не пройдешь, если ты не знаешь языка. То есть прежде всего надо знать хорошо язык. Это первая преграда, почему мы сразу не можем пойти. А если пойти другим путем и наняться здесь в Германии в найм, то есть пойти на готовую фирму, где тебя могут взять, но не как плиточника, потому что, опять же, они не имеют права взять тебя без диплома. Они могут тебя взять как подсобника с тем, чтобы тебя потом эксплуатировать как плиточника. И такое происходит. При этом зарплата будет минимальная, там сейчас сколько, 13,5 евро в час. И, возможно, через какое-то время тебя допустят до работы с плиткой, но все равно ты не будешь отдельным мастером. Ведь в Украине мы даже нанимали подсобников, потому что мы были как специалисты, и они нам месили, все это делали, а мы просто уже делали эту работу, и нам, в общем, так даже выгоднее было. Мы больше делали, и подсобники зарабатывали. Как говорится, за примером далеко ходить не надо. Наш друг здесь, в Германии, прекрасно разбирается в сантехнике, в Украине монтировал, все было в порядке, никто не спрашивал никакого разрешения. А здесь попытался устроиться на работу, и его взяли в такую фирму, которая занимается сантехникой, но, знаете кем? Хельфером. То есть по-немецки его должность называется хельфер, то есть помощник. И он просто с каким-то там другим парнем ключи ему подает. Курьез весь заключается в том, что этот парень, который у него мастер, он хуже понимает сантехники, чем сам его помощник. Говорит, если бы я четко говорил по-немецки, то я бы ему рассказал, как правильно делать. А так у меня, говорит, возникает сложность ему рассказать. Я смотрю иногда, говорит, и рукой машу. Думаю, делай сам, как умеешь. И мое дело ключи подавать, потому что мне за большее не платят. И тут мне вспомнился один советский анекдот, вы наверняка все его знаете. Старый мастер и молодой мастер пришли к канализационному люку, который полон дерьма, вот из него прям вода выливается, там такая жижа плавает. И старый мастер такой набрал воздуху, нырнул, исчез на 3 минуты, выныривает, говорит, ключ на 20. Помощник ему такой раз, ключ на 20 подал. Тот снова на 3 минуты исчез, там где-то в дерьме. Запах стоит ужасный. Выныривает через 3 минуты, говорит, прокладку на 19. Тут ему, прокладочку, все, тут снова нырнул, пропал. Через 5 минут выныривает, такой довольный, счастливый, все сделал, такой лицо вытирает. Дед, старый мастер, и говорит, учись, сынок, а то так всю жизнь ключи подавать будешь. Есть определенные виды работы, которые разрешены здесь без лицензии. Это шпаклевка стен, покраска стен, монтаж гипсокартона, монтаж ламината, плинтусов, багетов. Декоративная штукатурка.
Да, вот такие виды работы разрешены без лицензии. И это, в общем-то, очень классно, что такая возможность в Германии есть, что мне не нужно проходить Ausbildung, я просто должен добавить вид деятельности к своему ГВРБ, и все, я должен искать заказчиков практически точно так же, как в Украине, но есть один минус. Нужно очень хорошо говорить на немецком языке и понимать, что тебе отвечают. Потому что, когда ты берешь какой-то заказ, ты обсуждаешь это с заказчиком, нужно точно понимать, чего он хочет, и точно уметь ему ответить, что ты можешь сделать, за какие сроки. Чтобы не быть как Рамшат и Джамшут. Да, чтобы не получилось как начальника. Начальников. Почему батареи на улице? И есть еще минусы. В Германии полагается автоматически давать 5 лет гарантии на свою работу. Ну, в Украине тоже, если там были какие-то вещи, ты тоже приходил, в принципе, и переделывал, если что-то по твоей вине там. Но Не здесь так. это на законодательном уровне, и здесь есть такая возможность просто засудить человека. Вообще тут, конечно, страшно, потому что штрафы очень огромные, особенно за черную работу. Если тебя, допустим, ну там пригласили, и ты там положил плитку, приходит человек и проверяет, у тебя есть разрешение, штраф до 50 тысяч евро, представляете, и вообще могут депортировать. Почему мы, в общем-то, не хотели уезжать из Украины? Потому что там все-таки свободный рынок позволяет чувствовать себя свободным человеком, незарегулированным правилами. При этом отношения с государством сводились к минимальному. Ты просто открываешь себе ФОП, там первой или второй группы, и платишь фиксированный налог. Все. И сейчас мы Рассматриваем тоже такой вариант. Возможно, может быть, если у нас уже совсем с YouTube будет дела плохи, мы сделаем еще одно ГВРБ и будем, возможно, работать еще и как специалисты по отделке помещений. Это видео выходит в воскресенье, 5 апреля 2026 года. И в этот день как раз в Германии, да и во всем мире католики и лютеране празднуют Пасху Христову, то есть день воскресения Христова. И мы сейчас находимся с Ладой на таком символическом пути на Голгофу. Здесь подъем такой вот, и стоят столбы, на которых вехи пути Христова, где написаны разные фразы и изображения его страданий на этом пути. Вплоть до распятия. Вот распятие написано «Für uns». То есть ради нас он был распят. А вообще мы находимся в поселке, который называется Диггинген, точнее рядом с ним, поселок лежит внизу. Мы у монастыря Аве Мария. Это очень редкий островок католицизма в протестантской Германии. Со временем мы выяснили, когда пожили здесь, что практически вся Германия это лютеране. Все церкви в городах это протестантские церкви, очень мало осталось католических. И вот этот монастырь католический, на удивление. Здесь сейчас не живут монахи. До 2018 года здесь были монахи капуцинского ордена. Но потом монахи просто закончились. Постарели, ушли. Новые не пришли. Новых нету. Видимо, не очень популярно монашество в наше время. Нет, это связано еще с тем, что в протестанстве вообще нету привычного монашества. Здесь больше общины. И немножко по смыслу они отличаются, потому что Лютер сам был монахом. Когда уже стал делать реформы, он изменил и это. Монашество тоже изменил, и это стали уже не такие вот Оторванные от мира общины. оторванные Да. от мира общины, где подчиняются Ватикану, где человек, если пришел в монахи, то он уже пожизненно дает обеты, у него нету никакой мирской жизни, он уже как бы умер для жизни. А Лютер сделал именно полусветские, можно сказать так, религиозные общины, где, в общем-то, можно пожить какое-то время, посовершенствоваться, там как-то укрепить свою веру, вернуться в мир, жить дальше. Вот. Интересно, как появилось здесь это место. Все началось
По всей видимости, именно вот с такой небольшой часовни здесь, в горах, в Швабском Альбе, была вот часовенька, в которой стояла икона Божьей Матери, и люди сюда приходили. Возможно, это она, именно та аутентичная, а возможно уже другая совсем, потому что чуть выше там еще одна стоит, более крупная, мы сейчас поднимемся. Но это хорошо иллюстрирует то, как все могло начинаться. Люди приходили в лес помолиться, а здесь такие места, видите, дикие, горные и красивые, на возвышенности. Люди заметили, что когда они молятся на этом святом месте, у них происходят в жизни чудеса. И поэтому пошел слух в народе и распространился по всей округе, и все сюда стекались просто на это место, вроде как это чудесное место. И это было как основа для того, чтобы построить здесь Храм. храм. Да. Потом здесь построили храм, сюда пришли монахи ордена капуцинов, и много веков здесь такой себе религиозный католический духовный центр и был. Чтобы иметь возможность в будущем работать как самозанятый по отделке помещений здесь, в Германии, мне нужен хороший уровень немецкого, поэтому я усиленно занимаюсь через платформу Preply. Waren Sie in Pondicherry oder Pondicherry? Ja, natürlich. Ja, schon oft. Ja. Meine Frau ist jetzt gerade in Pondicherry. Это очень интересные занятия, которые превращаются в познавательную беседу с человеком другой культуры, ну или этой же культуры. Всем рекомендую, и у нас есть ссылка, по которой вы сможете зарегистрироваться там, получив 50% скидку на первое занятие. Поэтому переходите по нашей ссылке, которая в описании. Хотя бы попробуйте. Первое занятие может вам обойтись всего лишь в 2 евро. Это вообще мизер. То есть вы можете попробовать, если вам не понравится, вы можете все отменить. Поскольку нам в Германии, возможно, придется расширять свою деятельность до мелких ремонтов, открывать новые ГВРБ, то мы хотим посмотреть, сколько стоят инструменты в Германии, которые нужны для такой работы. Потому что, естественно, мы, когда уезжали из Украины, мы ничего с собой не брали. Расскажи, сколько у нас было инструментов и сколько это вообще все стоит. А у нас там было приличное количество всяких приспособлений для работ. Например, плиточный станок, жираф, такая длинная палка с вращающимся диском для того, чтобы шлифовать стены и потолки. Ну и всякого мелкого оборудования большая Болгарки, куча. перфораторы, Да, дрели, много всяких дрелей. Валики, мастерки, шпательки. Это тоже, кстати, очень важная часть малярных работ. И это не дешево стоило, если фирменное. Давай посмотрим, что продается здесь. Это интересно, сколько нам надо будет еще денег для того, чтобы начать. В любой бизнес нужно что-то вкладывать, поэтому нужно подготовиться, понимать, насколько большие деньги нужны для того, чтобы начать эту работу. Сейчас Лада будет записывать в телефон цифры с ценами тех вещей, которые нам нужны для начала. Но вот без этого инструмента никак не обойтись. Это миксер, который замешивает раствор. Любой раствор можно замешивать. Стоит этот миксер 93 евро. Дорогой, но это очень нужная вещь. Можно, конечно, дрелями мешать или перфораторами, но они для этого не предназначены и быстро сгорят. Нам нужен, опять же, перфоратор, потому что нужно что-нибудь монтировать будет. Там карниз прикрутить. Это по-любому нужно покупать. И перфоратор можно купить, например, за 100 евро. Вот такой. Можно бошевский за 100 евро. Пиши 100 евро, вот. А можно Макиту купить
за 120 евро, например. Такая известная фирма. Или вот такой Bosch, смотрите, 109 евро. Теперь нам нужен лобзик, электролобзик для того, чтобы ламинат пилить. И мы, например, возьмем Энхель какой-нибудь. Вот. За 47 евро. Запиши, вот 47 евро. Плюс 47, да? Да. Еще возьмем тоже такую болгарочку Энхель за 68 евро. Ну и какой-нибудь шуруповерт. А вот, тоже можно Энхель взять. Стоит 58 евро. Ну и с электроинструментом пока все. Если мы вдруг начнем Ложить где-то плитку. плитку ложить, да, то можно Это еще... наш конек все-таки. Это запрещено для нас, нет лицензии, но можно купить вот такой вот за 70 евро небольшой станочек плиточный. Вот. Он самый простенький, но порезать плитку можно. Возможно, ты все-таки выучишь хорошо немецкий язык, пройдешь Ausbildung, и будешь профессиональным плиточником, будешь в понял. бриллиантах Лет ходить. в 90 я смогу это сделать. Да. Нам нужно теперь много ручного инструмента. Валики для покраски, Валики, Виталик. всякие ищи. шпательки. И мы сейчас это посмотрим. Мы уже смотрели здесь, какие продаются валики, и мы Вот. обнаружили, что здесь не совсем профессиональный сегмент. Здесь в основном представлена одна фирма. Как она называется, сейчас я вам покажу. Lux Tools. Но мне не нравятся эти все валики, как бы это моя. Да, Лада Ниша. разбирается очень хорошо. Мы в Украине использовали валики шведской, по-моему, фирмы Анза называлась. Анза, да, вот там валики классные. Виталик сейчас покажет. Там ручка очень профессиональная. Валик анзовский, вот сейчас краску, конечно, плохо видно. Вообще его вся шерсть это сделана из одной нити сплошной, которая такими петлями закручена. И поэтому это не отдельные волоски, и они не выпадают никогда. И ровно раскладывают краску. Такая вот реклама для фирмы Анза. То есть валик снимается, одевается, она очень подвижная, мягкая, хорошо ложится. Если присмотреться к этим валикам, там много маленьких коротеньких ниточек, которые потом в результате покраски, особенно поначалу, могут оставлять следы, оставлять вот эти ниточки на стенке. Ну вот валик 10 миллиметров ворса стоит 15 евро. Ну, то есть они неплохие. В принципе, мы купим такие, будем поначалу, но валики Анза шикарные, то есть они настолько, вообще никаких полос, краска ложится равномерно, ухаживать за ним вообще сказка, то есть когда красишь, там полосы могут оставаться после, вот валик прошел и валики видно. Не знаю, я буду искать валики, если будем тут работать, будем искать эти валики в интернете, наверное, раз тут нет. Насколько я понимаю, вот это вот понятие евроремонт в Германии неприменимо вообще. Здесь ремонты такие безалаберные везде. А мы не собираемся брать заказы, которые требуют суперного какого-то ремонта, там качества такого, как требовался в Киеве. И для таких простых ремонтов, как здесь, достаточно самого дешевого валика. Наверное, Просто- поэтому и нету таких профессиональных валиков, потому что они тут не нужны. Я считаю, да? Два валика, то есть один большой надо, один маленький. Да. Вот такой валик покажи. Сразу Покажи, с да. этой штучкой еще к нему нужно корыться. Ладусь. Корыться само собой, но вот два таких валика и Еще пиши мы вот такой вот корыца возьмем для него. Я так думаю, это подходящее. сколько стоит корыться? А вот сколько стоит корыца, трудно сказать, здесь нету цены. Небольшое корыца и два маленьких валика, и это стоит 10 евро. Я думаю, эта корыца стоит максимум евро 3. Можно купить пару кисточек, тоже по 10 евро, от 7 до 10 евро. То есть 20 евро, да? Да. И нужно купить пару шпательков. Вот здесь продаются шпатели. А в Германии популярны почему-то шпатели вот такой формы. Вот такой. Видите? То есть они шпаклюют вот так. Шик, шик. У нас был знакомый немец в Киеве, который говорил, что в Германии все шпаклюют именно такими шпателями. Но мы Ну, они привыкли... они тоже удобные, но мне, допустим, удобнее было вот таким вот. Да, мы привыкли шпательком. к такой форме Да. шпателя. Вот, и здесь можно купить такой шпателек за 16 евро. И еще
пару шпательков поменьше. И один большой может. Вот такой можно купить за 3,29. Плюс 4. Да. Вот такой, возможно, за 5 евро, еще за 5. Смотрите, вот мастерок или кельма, как их называют. Например, вот такой удобный для укладки плитки. Стоит... Две штучки, 8 евро, да? Он 9 евро, 8,99, 2 по 9 это 18 евро. Чего мы не нашли здесь, это жираф, да, жираф, который Да. для, Малярки очень для важны. малярных работ, для того, чтобы тереть. Но есть терки, простые терки, где-то в одном из рядов тоже их надо купить. Я думаю, прибавила Дусь еще минимум 20 евро на всякие наждачки и терки. Но еще нам понадобится уровень или несколько уровней. А уровни стоят, вот, например, этот, который я смотрю, длинный, 1,5-метровый, 40 евро. Ну и маленький какой-то для удобства можно купить за 10 евро. Надо Вот. купить большое правило еще, и на нем можно ставить маленький уровень, это очень Да, удобно. да. А вообще лучше купить лазерный уровень, но они обычно дорогие, и мы здесь их еще не Мы нашли. еще не нашли, надо поискать. Ладно, я нашел. О, Вот они, друзья, смотрите. сколько стоит? Это правила, которые с функцией уровня вот здесь стоят, и без нее. Этот с уровнем, он стоит 40 евро, а этот 24 евро 25. Это вот 2-метровое правило для выравнивания стены. Это очень нужная вещь. Надо два, одно 2-метровое, одно метровое. Да, разной длины, очень удобно. У нас вообще было, по-моему, там их штук 7 разных. Да, получилось 552 евро. Вот. Из того, что мы здесь сейчас нашли и Да. выбрали, нам уже Да. на 552 евро нужно купить товара. Ты знаешь, для начала вообще можно не использовать весь инструмент, не покупать все сразу, а постепенно накапливать. Взять, например, заказ, чисто поклеить обои, например, да? А там вообще нужен минимум Ну, как мы в инструментов. Украине делаем. Там валик для клея, кисточка, корыца, ножичек, шпатель для разглаживания обоев. Ну и, в общем-то, все. И ты клеишь эти обои нормально, потом зарабатываешь. А мы как раз этого и не посмотрели. Я думаю, это не так-то дорого. Это плюс еще 50 евро. Давай, все. В эту сумму Ну, будет 600 евро. 600 Еще евро, 50 да. евро на эти все вещи, получается где-то 600 евро. Вот можно стартануть с этой суммы и начать работать. Я читал, что в наших ладонях отпечатался смысл бытия. Мне казалось, я жизнь эту понял, но я даже не знаю, кто я. Я всегда искал виноватых, я питался священным овсом, но когда оглянулся назад, я был сам виновен во всем. Я был тем, кто строил, я был тем, кто разрушал. Я жил по правилам